Всем привет! Сегодня приготовим 5 красивых салатов на праздничный стол. Первым приготовим салат сосновые шишки. Он создаст атмосферу праздника и зимнего волшебства. Его эффектная подача станет настоящим украшением праздничного стола и приятно удивит ваших гостей. Сначала подготовим ингредиенты для салата. Одну небольшую луковицу нарезаем маленькими кубиками. Лук перекладываем в мисочку. Сюда же насыпаем пол чайной ложки соли, 1 чайную ложку сахара и 1 столовую ложку уксуса. Я добавила яблочный, но также можно взять столовый 9%. Все заливаем кипятком и даем настояться 10-15 минут. 4 вареных яйца трем на крупной терке. Примерно 130 грамм сыра тоже трем на крупной терке. Я использую сыр гауда, но можно взять и другие сорта полутвердого сыра. Консервированные ананасы нарезаем кубиками. Очень важно нарезать именно маленькими кубиками, так потом будет легче формировать салат. Понадобится 1 банка ананасов. Куриную грудку тоже нарезаем мелкими кубиками. Я мясо отварила с добавлением лаврового листа, перца горошком и соли. В большую миску насыпаем тертые яйца, нарезанные ананасы, куриное мясо, сыр и маринованный лук. Все немного солим и перчим черным молотым перцем. Салат заправляем майонезом и перемешиваем. Получившийся салат выкладываем на большое плоское блюдо. Выкладываем ложкой, формируя шишки. На одно блюдо мне поместилось 5 шишек. Всего салата хватит на 2 таких больших блюда. Каждую шишку сверху украшаем хлопьями. Украшение нужно начинать от макушки шишки и рядами двигаться вниз. Желательно использовать несладкие хлопья. Я использую мультизлаковые хлопья. Для украшения 10 шишек понадобится примерно 100-150 грамм хлопьев. Один свежий огурец трем на крупной терке. Огурец отжимаем от сока. Тертым огурцом украшаем салат, выкладывая его между шишками, имитируя сосновую веточку. Салат готов, можно подавать на стол. Салат сосновые шишки получился очень красивым. Такой оригинальный рецепт точно станет изюминкой вашего праздничного стола и удивит всех гостей. Из этого количества ингредиентов получается 2 таких блюда с салатом. Вторым приготовим оригинальный с виду, вкусный и простой в приготовлении салат-муравейник. Такой салат никогда не задерживается на столе. Сначала подготовим все ингредиенты для салата. 1 свежий огурец разрезаем пополам. Каждую часть огурца трем на терке для корейской морковки. Тертый огурец кладем в сито, чтобы стекла лишняя жидкость. 100 грамм сыра трем на крупной терке. 2 средних помидора разрезаем на 4 части и вырезаем семена. Мякоть помидоров нарезаем соломкой. 300 грамм отварного куриного филе руками разбираем на волокна. Теперь подготовим картофель для салата. 2 больших картошки трем на терке для корейской морковки.
Тертый картофель перекладываем в миску и заливаем холодной водой. Промытую от крахмала картошку перекладываем на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнюю влагу. В сковороду наливаем подсолнечное масло примерно сантиметровым слоем и ждем, пока оно хорошо нагреется. Натертый и уже обсушенный картофель жарим маленькими партиями до золотистого цвета на большом огне. Будьте внимательны, картошка жарится быстро. Обжаренный картофель снимаем на бумажное полотенце, чтобы стек лишний жир. Майонез перекладываем в кондитерский мешок, чтобы было удобнее наносить на салат. Складываем салат. Первым слоем кладем 2/3 части куриного филе и раскладываем его по блюду. Слои приминать не нужно, салат должен оставаться воздушным. Каждый последующий слой делаем немного меньше предыдущего, чтобы получилась горка. На этот и каждый последующий слой наносим сеточку из майонеза. Вторым слоем кладем большую часть огурца. Опять наносим сеточку из майонеза. Третий слой из помидоров, их тоже выкладываем примерно 2/3 части. Овощи немного солим и наносим майонез. И четвертым слоем кладем 2/3 тертого сыра и майонез. Дальше повторяем опять все слои в том же порядке, выкладывая оставшиеся ингредиенты. Сверху весь салат посыпаем хрустящей картофельной соломкой. Весь салат солим и украшаем веточками укропа. Салат-муравейник получился очень вкусным и нежным. Жареная картофельная соломка придает этому салату особенный вкус и вид. Обязательно приготовьте такой салат на новогодний праздничный стол. Третьим приготовим яркий и вкусный салат, который станет отличным украшением праздничного стола. Два вареных картофеля среднего размера трем на мелкой терке. Берем плоское блюдо и на него по центру ставим стакан. Вареный картофель выкладываем вокруг стакана. Слегка трамбуем его вилкой. Диаметр моего блюда 25 см. Картофельный слой немного солим. Сверху наносим сеточку из майонеза. Два небольших соленых огурца нарезаем сначала пластинками, а затем маленькими кубиками. Нарезанные огурцы выкладываем сверху на картофель с майонезом. Три вареных яйца трем на крупной терке. Выкладываем подготовленные яйца следующим слоем. Разравниваем и немного прижимаем вилкой. Наносим сеточку из майонеза. Одну небольшую луковицу разрезаем пополам. Половину луковицы нарезаем маленькими кубиками. Берем маринованные опята и откладываем самые красивые грибочки. Они нам понадобятся для украшения салата. Остальные грибы произвольно нарезаем ножом. Я использую банку маринованных грибов объемом 500 мл. Нарезанные грибы выкладываем на салат. Равномерно их распределяем по всему слою. На грибы кладем нарезанный лук. Сверху наносим сеточку из майонеза. 150 грамм ветчины нарезаем небольшими кубиками. Ветчину выкладываем следующим слоем. Равномерно ее распределяем. Наносим майонез. 120 грамм сыра трем на мелкой терке.
Весь салат сверху посыпаем сыром. Салат украшаем грибочками, которые предварительно оставили. Я украшаю грибами сверху вокруг стакана, а также выкладываю грибы по низу салата. Салат украшаем зеленью. Я использую петрушку, но также можно украсить укропом или зеленым луком. Стакан аккуратно прокручиваем и вынимаем из салата. Салат готов, можно подавать на стол. Салат слоями получился сытным и очень вкусным. Его оценят все любители салатов с майонезом. Готовится он несложно, и с его приготовлением справится каждый. Такой салат прекрасно подходит на любой праздничный стол. Следующим приготовим салат «Лесной гриб». Его оригинальная и эффектная подача точно впечатлит всех гостей. Для этого вкусного блюда понадобятся самые простые и доступные ингредиенты. Сначала отварим куриную печень. В кипящую воду насыпаем примерно пол столовой ложки соли. И кладем полкилограмма куриной печени. Сюда же добавляем 1 лавровый лист и 3-4 горошины черного перца. Варим печень после закипания воды 15 минут. Все сварилось, воду сливаем, а печень оставляем остывать с закрытой крышкой, чтобы не заветривалась. Шампиньоны нарезаем кубиками. Для салата понадобится 500 грамм грибов. Одну луковицу тоже нарезаем кубиками. На горячую сковороду кладем подготовленные шампиньоны. Жарим на большом огне, пока не испарится вся жидкость. Когда жидкость испарилась, наливаем растительное масло. Сюда же кладем нарезанный лук. Все жарим на среднем огне до готовности лука. В конце жарки грибы солим. И перчим черным молотым перцем. Перемешиваем и снимаем с огня. Три вареных яйца нарезаем кубиками. «100 грамм сыра трем на крупной терке. Я использую сыр гауда, но можно взять и любой другой вид полутвердого сыра. Вареная печень уже остыла. Нарезаем ее небольшими кубиками. Примерно 3 куриные печени оставляем для украшения салата. В миску кладем обжаренные грибы с луком. К ним добавляем нарезанную печень. Все перемешиваем. Печень и грибы должны быть уже остывшими. Сюда же в миску насыпаем сыр и подготовленные яйца. Все немного солим и перчим черным молотым перцем. Заправляем салат майонезом и хорошо перемешиваем. Приготовленный салат выкладываем на большое плоское блюдо. Выкладываем сразу в форме гриба. Когда весь салат уже лежит на блюде, ложкой придаем ему нужную форму и разравниваем. Диаметр моего блюда 32 см. Готовим украшения для салата. Оставленную куриную печень трем на мелкой терке. 2 вареных яйца разделяем на белок и желток. Белки трем отдельно на мелкой терке.
Желтки тоже трем на мелкой терке. Украшаем салат. Нижнюю часть шляпки гриба аккуратно посыпаем тертыми желтками. Засыпаем примерно половину от всей шляпки. Ножку гриба посыпаем тертым белком. Аккуратно распределяем его по всей поверхности и по бокам. Верхнюю и боковые части шляпки посыпаем тертой печенью. Придаем нужную форму с помощью ложки. Низ гриба украшаем зеленью. Я использовала веточки укропа и петрушки. Помидор черри разрезаем пополам. Одну половину помидора кладем на гриб. По бокам украшаем листиками петрушки. На помидоре делаем точки из майонеза, имитируем божью коровку. Салат готов, можно подавать на стол. Салат получился очень красивым и необычным. Он украсит любой праздничный стол. Приготовить такой салат можно за несколько часов до подачи, накрыть пищевой пленкой и хранить в холодильнике. И последним приготовим очень вкусный салат с ветчиной и оливками, который замечательно смотрится на праздничном столе. Готовить салат одно удовольствие, быстро, просто из минимального набора продуктов. Сначала обжарим грибы. 400 грамм шампиньонов нарезаем пластинками. На раскаленную сковороду наливаем немного подсолнечного масла и кладем нарезанные грибы. Шампиньоны жарим на большом огне до испарения жидкости. Пока жарятся грибы, одну луковицу нарезаем полукольцами. Из сковороды уже испарилась вся жидкость. Уменьшаем огонь до среднего, доливаем сюда еще немного подсолнечного масла и кладем нарезанный лук. Все обжариваем до красивого золотистого цвета. В конце жарки грибы солим. Перемешиваем и снимаем с огня. Берем баночку оливок и примерно 12 штук откладываем для украшения, а остальные нарезаем колечками. 300 грамм ветчины нарезаем небольшими кубиками. Берем 6 вареных яиц, 3 из них откладываем для украшения, а остальные трем на крупной терке. Для удобства майонез перекладываем в кондитерский мешок. Салат складываем в разъемном кольце, посередине ставим стакан. Я поставила стакан вверх дном, но вы ставьте правильно, так его легче будет вынимать из салата. Диаметр кольца выставляем 19 см. Первым слоем кладем нарезанную ветчину, равномерно ее распределяем по дну. Ветчину немного смазываем майонезом. Следующим слоем кладем нарезанные оливки. Оливки тоже смазываем майонезом. Третьим слоем выкладываем тертые яйца. Хорошо их утрамбовываем ложкой. Солим и смазываем майонезом. На яйца кладем слой из консервированной кукурузы. Кукурузы понадобится 1 банка, ее тоже немного утрамбовываем ложкой. Сверху смазываем майонезом. И последним слоем кладем жареные грибы с луком. Теперь займемся украшением салата. Оставшиеся яйца разделяем на желток и белок. Отдельно трем на мелкой терке белок. Желток тоже трем на мелкой терке. Тертый белок кладем по наружному краю салата. Желток выкладываем по внутреннему краю. Салат украшаем веточками укропа по кругу, выкладывая его на границе желтка и белка. Аккуратно вынимаем стакан из салата.
Также снимаем кольцо с салата, немного раздвинув форму. Оливки, которые остались, разрезаем пополам. Половинками оливок украшаем салат сверху. Для красоты дырочки в оливках заполняем майонезом. Салат готов, можно подавать на стол.